Друзья, Adobe выпустила несколько новых обновлений для Adobe Camera Raw и Adobe Lightroom. Сегодня я хочу показать вам изменения в Camera Raw версии 16. Я думаю, что это самое глобальное изменение на весь 2024 год. Скачать обновленный плагин вы можете или с официального сайта Adobe, или по ссылочке в описании. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем тем подписчикам, кто делится моими видео у себя в соцсетях, патронам на Boosty и тем, кто просто донатит небольшие суммы на развитие канала. Пусть наше сообщество пока немногочисленное, но оно уютное и прогрессивное, а участники помогают друг другу развиваться. Для этого я создал чат в Telegram, к которому может присоединиться каждый. Таким образом, если ты профессионал, ты помогаешь новичкам со сложностями и, соответственно, освежаешь в памяти те знания, которые есть. Если ты новичок, то можешь задавать любой вопрос, и на него обязательно отвечу или я, или кто-то другой. Ссылка на чат также в описании. А теперь поехали! Итак, я открыл Photoshop изображение с девушками-футболистками. Открываем Camera Raw. Первое, что вы заметите, когда откроете вкладку «Свет», это то, что ползунков стало меньше. В предыдущих версиях на этом месте было больше ползунков. Тут еще присутствовала цветокоррекция и настройка баланса белого. Теперь эти настройки вынесли в отдельный блок под названием «Цвет». Свет и цвет. Для некоторых это вызовет неудобство, так как вы не видите настройки цвета, когда открыта вкладка «Свет», и наоборот. Для таких ситуаций есть решение. С зажатой клавишей Ctrl сделайте клик по второй вкладке, и она откроется дополнительно к уже открытой. Если правой кнопкой мыши вы кликнете по этим панелям, то вы сможете настроить процесс их открытия. Опция «Режим отображения» нескольких панелей позволит вам открыть панели свободным образом, без зажатия клавиши Ctrl. Но что делать, если вы хотите вернуться к привычному расположению панелей, когда регуляторы цвета были выше регуляторов цвета? И это можно исправить. Опять нажмите правой кнопкой мыши по панелям и выберите пункт «Отображаемые панели редактирования». В появившемся меню галочками вы можете отключать или включать отображение того или иного меню, а стрелочками вверх или вниз перемещать выбранное меню. При нажатии кнопки «Ок» плагин перезагрузится, и вы увидите изменения. Следующим нововведением является так называемый цвет точки. Откройте вкладку «Смешение цветов», и здесь, кроме смешения, появился пункт «Цвет точки». Эта функция работает следующим образом. Нужно взять пипетку и кликнуть по любому цвету. Не пытайтесь кликнуть по 100% черному или 100% белому. Из этого ничего не выйдет. И плагин выдаст ошибку. И это логично, так как в этих максимумах не содержится информация о цвете. Если обратиться к физике, то все станет на свои места. Цвета — это волны разной длины. Цвет появляется у нас в мозгу, когда эти волны попадают на сетчатку глаза. Черный цвет — это поглощение материалом всех волн. А белый — это отражение материалом всех волн. Можно еще сказать, что белый — это смешение всех волн. Именно поэтому в таких максимумах мы не различаем цвета. После того, как вы кликнете пипеткой по какому-либо цвету, появится градиент оттенка этого цвета, где вы можете изменить оттенок, перемещая кружок. Черной точкой указан изначальный цвет. Справа расположена вертикальная шкала, где можно изменить светимость, двигая кружок вверх и вниз. Ниже показан изначальный цвет и измененный, а еще ниже ползунки, которыми можно задать оттенок более точно. Если начать перемещать кружок на основном градиенте, то можно заметить, что ползунки, цветовой тон и насыщенность тоже начинают перемещаться. А ползунок светимость начинает перемещаться только тогда, когда мы начинаем двигать кружок на правом градиенте. Если начать двигать ползунок цветовой тон, то мы увидим, что кружок двигается только вправо или влево, тем самым меняя только цветовой тон. Тон можно выбрать только соседний, нельзя заменить, например, зеленый на красный или синий на желтый.
Двигая ползунок насыщенность, кружок двигается только вверх или вниз. Из этого можно сделать вывод, что основной градиент строится так. На средней вертикали показана точка цвета, которая была выбрана вами. Она может размещаться чуть выше или ниже, зависит от насыщенности. Но ровно посередине, если этот квадрат поделить поровну, по вертикали. Все, что левее и правее, это соседствующие оттенки выбранного цвета. Если двигаться ближе к верху, то цвет будет насыщенней, а вниз, соответственно, менее насыщенный. Что касается ползунка светимости, то тут просто. Чем выше на шкале, а на ползунке правее, тем светлее оттенок. Чем ниже на шкале, а на ползунке левее, тем темнее оттенок. Остается последний ползунок, это диапазон. Ну, а здесь все просто. Двигая ползунок правее, вы увеличиваете область охвата на изображении, которая будет подвержена изменению. Двигая левее, уменьшаете эту область. Нажав черную стрелочку, вы откроете более гибкие настройки диапазона. Полезность этого ползунка сомнительна, так как если я захочу, чтобы изменение оттенка влияло только на определенную область, например, только на поле, то я могу воспользоваться маской и изменить оттенок только на поле. Возможно, я недооцениваю эту функцию и в каких-то случаях она полезна. Кто может привести пример, когда была бы она полезна, напишите в комментариях. Рядом с пипеткой появляются точки, которые вы выбрали. Кликая по ним, вы можете вернуться к редактированию этих цветов. Раз уж мы затронули тему масок, то и тут я заметил изменения. Теперь в разделе масок камера RAW определяет персон. И если кликнуть на определенную персону, то проставляя галочки, вы можете сделать маску по определенным частям тела. Объединенную, разделенную по каждой выделенной части тела или маску человека целиком. Также есть функция добавления еще одной персоны. Еще можно создать маску по цветовому диапазону яркости, а также диапазону глубины. Но эта функция работает только с теми фотографиями, которые содержат информацию о глубине. Вы спросите, что значит фотографии, которые содержат информацию о глубине? Это, скорее всего, те фотографии, которые сделаны на ультрасовременные камеры, которые в свою очередь имеют датчик оценки глубины кадра. Я полагаю, что этот датчик работает по аналогии с датчиком приближения в автомобиле. В сторону съемки посылаются волны, которые отражаются от предметов и возвращаются обратно. При этом замеряется время, за которое они вернулись. И, соответственно, чем меньше это время, тем ближе находится предмет. А те волны, которые не вернулись, соответственно, не отразились. И датчик делает вывод, что там самые дальние точки. По этому принципу и строится карта глубины, которая вшивается в фотографию. Несмотря на это, работа с масками стала как никогда гибкая. Тут вам, пожалуйста, большой и гибкий полигон для творчества. А теперь переходим к последнему нововведению, это размытие. Открыв вкладку размытия, вы увидите синюю плашку с надписью «Ранний доступ». Это говорит о том, что данная функция еще находится на стадии разработки. И она может работать неправильно или криво. Например, данная функция на моем ноутбуке с процессором Ryzen 3 3250U со встроенным графическим ядром наотрез отказывается на нем работать. Выдает ошибку. На стационарном же компьютере работает без проблем. Видимо, для работы на ноутбуке ей не хватает видеопамяти. После того, как вы поставите галочку «Применить», плагин начинает просчет глубины кадра и создает ту самую карту глубины. Первым ползунком вы регулируете степень размытия. Вправо больше, влево меньше. Боке. Этой настройкой вы будто бы меняете свой объектив. А на разных объективах бывает разное количество лепестков диафрагмы и разные линзы. Именно за счет этого создается разный эффект боке. Усиление. Двигая вправо, эффект боке усиливается, влево ослабевает. Фокусное расстояние. На данный момент включена кнопка с человеком.
Это значит, что плагин автоматически определил, где находятся люди, и фокус сконцентрировался именно на них. Если мы кликнем по соседней кнопке с прицелом, то можем выбрать фокус, который нам нужен. Ниже расположена гистограмма карты глубины и регулируемый ползунок, область которого указывает на область фокуса. Если мы начнем двигать его, то и фокус сместится. Если его сузить или расширить, то и область фокуса соответственно сузится или расширится. Поставив галочку «Визуализация глубины», мы наглядно увидим, какие области где находятся. Чем ближе к фотографу, тем светлее, чем дальше, тем темнее. Если в таком режиме подвигать ползунок регулировки фокусного расстояния, то наглядно увидим, как фокус перемещается в пространстве. Осталась последняя регулировка – это уточнить. Здесь две кисти – это фокус и размытие. Нетрудно догадаться, для чего они нужны. И если вы скажете, что уточнить места, которые должны попадать в фокус, или места, которые должны размываться, то вы будете совершенно правы. Регулируя ползунки, можно добиться более точной настройки кисти. У внимательных зрителей возникает логичный вопрос. Если создалась карта глубины, то теперь можно воспользоваться диапазоном глубины в разделе маски? Парадокс заключается в том, что нет, нельзя. То ли это недоработка, то ли так задумано, непонятно. На форуме Adobe я задал вопрос по этому поводу. Поэтому теперь остается либо ждать исправления этого недостатка, либо ответа «почему?». На этом все. С вами был Юджин из Graphic Core в рамках проекта Photo Without Studio. Если ты впервые у меня на канале, то не забудь подписаться и поддержать развитие канала любым приемлемым для тебя способом.